Ребята, всем привет! Сегодня купили дешманский плиткорез Dexter. Сейчас покажем, что он из себя представляет. Вот такая коробка. Что мы имеем? Что это такое? Защита двигателя. Ага. Диск. Диск идет в комплекте фирменный декстеровский. Все понятно. Спасибо, что позвонили. Что еще идет? Открывай. Всякие запчастинки. Что там такое? Направляющий какой-то? Да. Это что такое? Это плитку угол делать. Под любой угол. Это всякие ключики. А что это? Ключики всякие. Я не знаю. Пока еще не знаю. Мы же инструкции не читаем. Ну да. Ну это понятно, лоток для воды. Ну и сам. Ух. Ровно. А тут балки мешают. В принципе, ровно. Хотя какая разница? Проверить нет. Это на плитку не влиять не будет. Что будем делать? Ну надо, да, собрать, показать. Вон лоток там для воды. Так, вот эта штука как? Я сейчас тебе проводок пока раздербаню. Вот это к чему крепится? Вот к этим, наверное, двум болтам.
Собирается, грубо говоря, на ура. Ну и ножки остались резиновые. Давай ножки ставим. Что еще у нас в наборе? Вставляй. А это тут линеечка, по линеечке выставляем плитку. То есть зажимается и выставляется. Тык. Можно двигать. Все. А лоток куда ставить-то? Это что такое? Я не знаю. Ну покажи, что это такое. Это угол какой-то. Это какой-то угол. А, это вот сюда вот. Давай, показывай. А то ребята Тык. тоже будут это не понимать. А, ну и все, и плитка сюда встает. Надо плитку И было. двигаешь. Как надо. А сюда, короче, поставили Углом, плитку. А вон на фанере покажи. На картонке точнее. Ну, грубо говоря, плитка. Это если под 45 зарезать. Ну да. Да. И пошла. Я думаю, Меня. и все, и поехало. В размер, да? Ну что, осталось включить? Это вот. У нас в границе будет Площадка регулируется, да, тут? R2D2. С двух сторон или не с двух? Сейчас посмотрим. Да, с двух сторон. Сейчас заценим, сейчас пока. Слушай, а это что, зажим, да, получается? Вот этим, да, зажимать? Да. Или нет? А, это прикручивается просто? Прикручиваешь и зажимаешь. Нет, зажимаешь. А, вот так просто. Во, вообще замечательно. Он тихий, слушай. Фанерку прогони. Ну вы поняли, да? А теперь под углом. Чтобы не пылить, а показать. Пальцы. Еще бы эту, какую-нибудь эту штучку бы такую, которую здесь, двигать, наверное, должна быть, но не в этом комплекте. да? Ну да, ну вот. Ну вот и все. Точная сумма какая? 4888. 4888 рублей. Вот такое чудо техники. И не только в Леруа. Я думаю, можно купить с доставкой. Ну-ка, сейчас мы все покажем. С другой стороны. Простите, пожалуйста. Вот он. Цена вопроса. Мощность 750. Какая мощность? 750. 750 ватт мощность. Ну как бы для простой плитки хватит. Для керамогранита тоже хватит, но надо диск другой. Более хороший. То есть один из самых дорогих надо ставить, и будет очень хорошо резать керамогранит, камень и т.д. Все. Все, покупайте, пользуйтесь. Для начинающего плиточника за глаза и за уши. Для дома очень хорошо. Я думаю, что и не только для начинающего. Ну и, скажем так, в плане перевозки
Ну, блин, лучше, по-моему, ну, мы не говорим сейчас о дорогих брендах, мы говорим вот в пределах 5000 плиткорез. Ребята, естественно, видео было бы неполным про плиткорез, если бы мы, естественно, не показали непосредственно, как он режет саму плитку. А то кто-то скажет, нихуя на столе этот, как его, картон порезали, типа, о, офигенный плиткорез. Вот сейчас Андрюха резанет, покажет. Первое. Вот эту штуку мы вчера забыли настроить. И она настраивается просто по диску. Все. Болтики, сами видите. По диску выставили ее как надо, прикрутили. Ну, с помощью, болтики, с помощью вот этой рейки, да? Да, да, да. Ага. Все. Как режет. Вставляем. Сколько нам надо по линеечке тут есть. Она уже. Ну, деление тут, да? Вот это. Да, да, да. Угу. Мне надо, допустим, 6,4. Вот, 6,4. Чтоб не брызгалось. Ну, такой цвет. Не сколок, ничего, в принципе, кусочек обломался, но это я бы очень быстро вел. Вот, плитка бэушная. Да, кстати. Так что, Ну, надо же было на чем-то попробовать. но бэушная она нужна просто. Что, вторую? Ну, давай вторую маханем. Покажем. Ну, я смотрю, слушай, и не сильно брызгает, да, там вот на тебя. Как бы в плане удобства, комфорта. Не, ну вот это, Не, вот ну- это вот поднять, то естественно будет брызгать. Не, ну понятно, но мы говорим о 4900 рублях. Мы не говорим о 50-30 тысячах станках. О маленьком станке, который, в принципе, даже можно в метро перевести. Если уж так, да, так. Которые упрощают работу в разы. Сейчас резанет восьмерку. И посмотрим на срез. Что не так? Уголок надо отрезать. Ну положи его сюда. Сейчас покажем срез. Половой лучше режет, чем вот это. Вот такой срез. Ну все, на этом все. С плиткорезом все, больше не будем. Показали. Еще покажем, как керамогранит режется. Опять, да? А у нас есть керамогранит здесь? Да. Ну покажем и про керамогранит, бог с ним. А может не будем показывать. Короче, суть вы уловили. В принципе, за 4900 нормальная вещь. Все, пацаны, пока.
Пошли мы работать, точнее я пошел, потому что я вот водогрей там сейчас вешал, как раз и водогрей вешаем, и снимаем. Кину ссылку в описании на китайские аналоги, вы там решайте, может быть кто-то есть фанат китайской этой техники. Все, пока. Это в принципе тоже сделано там же. Ну логично, да, тоже китаец, просто официально гарантия, все дела, документы. И как бы, ну, есть один момент, мы же, как бы, видео смотрят, может быть, ребята, те, у которых в городах нету Леруа Мерлен, правильно, магазина? Ну, в принципе, да. Ну да, и как бы само по себе, вот 750 ватт, как бы мощность мы сказали, но тут рассказывать просто не о чем, по большому счету, как Андрюха сказал. Главное, хороший диск а не вести. Мы уже извращаемся. Да, хороший диск, как Андрюха сказал, плиточник со стажем 20-летним, и не сильно быстро вести. Сейчас он вел быстро вел просто для пробы. Так что вот, все, давайте, пока.